нас слышно хорошо. Видно не очень, слышно хорошо. Не очень видно? Плохо видно? Ну, нас не видно. Ну, мало ли. Вот, значит, скоро, вот почему-то написано скоро, сейчас посмотрим. Да, эфир начался. Вот я возьму. Итак, у меня на телефоне как немножко искаженная картина, но это все-таки, наверное, от моего телефона, от той связи зависит. Все возможно. Да. Итак, вот начинаем сезон эфиров. Собаки выросли, уже особо за ними следить не надо, вроде бы. Ну, как сказать. Да, как сказать. Сегодня уже успели меня вывести. Ну ладно. Ну и, собственно говоря, больше времени, много так, побольше времени появилось. И, естественно, я думаю, что начнем вести эфиры. Вообще эфиры, они для того, чтобы вести, нужно, сами понимаете, особая обстановка, чтобы как бы сидеть спокойно, вести. Зимой это как-то не очень, да, получается. Как бы все дома, телевизоры работают, всё, ну, не можешь отвлечься. Поэтому нужно отдельное такое место, уединиться, спокойно вести. Вот летом больше подходит для эфиров. Итак, друзья мои, у нас огромное количество вопросов было. И мы сейчас попытаемся ну, сколько успеем, на определенное количество вопросов ответить о мире мертвых. Вообще очень много у меня прямых эфиров. Загробная жизнь, жизнь после смерти, мир духов, погост, да, очень много. То есть, если вы хотите более подробно, включайте, знаете, между делом, вот делайте дело дома, включите эту лекцию, и все равно у вас мозг это впитывает, вы это запоминаете и все такое. Эти лекции не просто так сняты. Я не просто так каждый раз обновляю какие-то новые вопросы и так далее. Вот сейчас у нас вопросы по, значит, насчет мира мертвых, традиции, обычаи похоронные и все, что связано с похоронами, с поминками, с мертвым миром. Одним словом, здесь вообще разные вопросы, не по одной только тематике. Именно касаемо вот похорон и все прочее. Потому что о людях нужно заботиться не только в этом мире, как ни странно, еще и там в вечности. Потому что пока родные, близкие, знакомые, вообще люди, которые его лично знали, живы, они очень многое могут сделать для его души. Итак, начнем я. Всем добрый вечер. Меня слышно хорошо, а то я как бы вдалеке сижу от этого. Здесь вроде акустика хорошая, должно быть хорошо слышно. Угу. Давайте напишите и... По поводу прямых эфиров много задают вопросов, мол, мы не попадаем, когда, там, скажите, где эфиры, где чего. Господа, никто не попадает, потому что Инга, в последнее время не предупреждает о том, что будет снимать прямой эфир. Поэтому попадает тот, кто вот сейчас на данный момент зашел на канал и попал на прямой эфир. Снимаю вот так попадают люди. Спонтанно, потому что когда время есть. Понимаете, если бы вот вся жизнь прям вот так запланировано все шло, да, другой вопрос. Но когда есть время, вот сажусь и снимаю, а потом вы просто в записи это увидите, что теперь другого выхода нет. Все, кто попал, все счастливчики. Да. Так, ну ладно, начнем. Давай. Если меня хорошо слышно, я вот буду читать. Первый вопрос. Добрый день. Хотелось бы услышать от уважаемой Инги ее мнение в одном из эфиров. Как цвет глаз влияет на характер человека? Правда ли, что люди с разным цветом глаз – это разные расы, пришедшие на нашу землю? Почему говорят, что родственная кровь чувствует друг друга? Ведь кровь течет у всех людей. Можно ли сказать, что мы одинаковые только снаружи, а как космонавты в скафандрах, внутри нас разные сущности? И может ли быть такое, что у каких-либо людей нет души? Так, первый вопрос. Насчет разных глаз, да. Люди с разными глазами, как правило, в течение жизни либо слепнут на один глаз, и, как правило, это глаз светлый, который, если разные глаза, один светлый, другой темный. Люди с разными глазами – это представители двух разных каст, смотря каких. Может быть, каста воинов, может быть, каста купцов.
Знаете, каста воинов тоже делится на двое. Есть коронованные называются, то есть те, которые правили, а есть, которые просто именно воинская каста. Ну, как правило, всегда из воинских каст выходили правители. Поэтому воинская каста очень близка к касте коронованных. Да? Так вот, таким людям очень трудно жить в этом мире по той причине, что, знаете, как это, как в клетку посадить ягненка и волка. Вот одинаково. Они очень милосердные и очень жестокие люди. И у них не получается. Они под покровительством разных планет. Как правило, разноглазые люди, покровители Сатурн и Юпитер. Юпитер – это сила, воля, решимость. Сатурн – это меланхолия, это ностальгия, это тоска по прошлому. И всегда, вот если люди знают, вот меня знают, у меня бывает иногда Юпитер, когда я горы могу свернуть, а иногда у меня меланхолия очень сильная. И просто спасите меня все. Нет, я не говорю все, там нет такой привычки, но это два. Значит, в древние времена считалось, что только тогда этот человек обретает стабильность, когда один из этих глаз перестает видеть. Ну, в некотором случае вообще один из глаз удаляют, и такое могу сказать. Один глаз должен быть мертвый. То есть покровительство одной планеты, а именно планеты Сатурн, меланхолия и тоска, она должна угаснуть, меньше стать. Только тогда дают этому человеку стабильность. Я вам серьезно говорю, все разноглазые люди рано или поздно на один глаз слепнут. Но когда они слепнут, у них жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Им боги дают настолько много, что этот человек уже не жалеет о том, что ослеп. То есть он, если ему сказать, вот если тебе вернуть глаз, он скажет, не надо, я приобрел намного больше, я уже с этим проживу. И вот одноглазость ведьм, одноглазость богов, это не просто так. Тот же Один глаз отдал ради знания, да, руны получил. То есть это намек на то, что это необычные люди, это избранные люди. В древние времена таких людей забирали жрецы, отдавали очень большой выкуп родителям и покупали таких детей, забирали в храм. И обязательно этот человек становился служителем, мог быть главным жрецом. Например, согласно легенде, считается, что фараон Тутмос и еще один, Рамзес Великий, они были разноглазые, а Рамзес Великий вообще к старости уже практически на один глаз не видел. То есть вот как только его светлый глаз угас, умер, он стал великий правитель, завоеватель и оставил... Вот мы сейчас вот слово Рамзес для нас это фараон Египта. Рамзесов было, наверное, 50 штук. Извините за тавтологию. Но мы помним одного Рамзеса, великого Рамзеса. Вот плата за то, чтобы забрать одну твою часть, очень велика. То есть отдают тебе еще больше. Они необычные люди, да. И опять это тупость, добрые ведьмы не слепнут. Да, все, иди отсюда. Ян, что там вторая часть вопроса? Вторая часть вопроса. Так. Почему говорят, что родственная кровь чувствует друг друга? Ведь кровь течет у всех людей. Можно ли сказать, что мы одинаковые только снаружи, как космонавты в скафандрах, а внутри нас разные сущности? Естественно. И может ли быть такое, что у каких-либо людей нет души? Естественно, мы разные. Откройте мою лекцию, упадет. Мою лекцию «Возраст твоей души». Да, по-моему, так я назвала? «Возраст твоей души». По-моему, да. Вот, и посмотрите. Конечно, разные мы, совершенно разные души, разные сущности, но дело не в этом. Сейчас я вам объясню. Родственные. Значит, открывайте мою лекцию. Я уже все же говорила, поэтому роковая любовь. Я там лучше, чем в других лекциях, ну не лучше, а подробнее. Просто объяснила, почему люди, например, вот встречают и ощущение такое, что ты этого человека знаешь всю жизнь. А с кем-то живешь полжизни, а он тебе чужой как был, так и остался. То привычка, то жалость, то, ну, это жизнью назвать невозможно. Почему? Потому что прежде чем прийти сюда, друзья мои,
души там обитают, они живут там. Еще лекция есть, ты был мертв. И там говорится о том, что вот какие мы будем после смерти, такие мы были до жизни. То есть мы и тогда были мертвые. Я не помню сейчас, по-моему, кому-то из великих, в общем, задали вопрос: вы не боитесь смерти? Он сказал: до того, как родиться, я уже был мертв и ничего, никакого дискомфорта от этого не испытывал. То есть души уже там были, они знали друг друга. И те, которые были награждены, то есть определенные души, которые удостоились какого-то особого поощрения, им разрешили родиться в одно время. И поэтому человек, рожденный в этом, вот неважно кто, вот ты можешь родиться русской, а он испанцем, а вы друг друга найдете и поженитесь, и будете очень счастливы, понимаете? Можешь найти у своего народа, чаще всего у своего народа. То есть, ну, по крайней мере, рядом рождается этот человек, где-то рядом он находится, и вы встречаетесь. Потому что вы друг друга знали. Если души наказаны, если им не дано быть вместе, они могут родиться в разные эпохи. Вот поэтому у нас бывает иногда тоска. Мы говорим: ой, вот мне бы родиться там в такой-то век, 18 век, вот мне вот там тянет, вот то время, вот самое мое, мне нравится, это по мне. Это значит, что ваш любимый человек родился там. И он ушел, то есть ушел в ту эпоху, и вы не встретились. И он, когда умер, поднялся туда, естественно, вы воссоединились на 2 века, и ты обратно родилась сюда, в этом мире, да, и ты уже его не встретишь. Поэтому вы ищете, поэтому во снах приходит человек, которого вы хотите, опять встретимся, вот. Но души, которым дали поощрение, они рождаются здесь. Это касается не только любви, это касается, как вам сказать, дружбы, настоящей дружбы, партнерства. Вот люди нашли друг друга, они понимают друг друга. Это не значит, что эти люди там облизывают друг друга со всех сторон. Они могут и ссориться, и мириться, но они друг друга понимают, потому что как будто вот прям вот мой человек, и я с ним могу работать, или я могу выйти за него замуж, или просто жить, или дружить и так далее. Без фальши абсолютно. Это значит, что эти души там были. И если вы в жизни встретили настоящую любовь или настоящего друга, это значит, что вам поощрение, значит, вы на особом счету. Потому что очень многие люди в этом мире не встречают любовь. Вы же не думайте, что все встречают и все счастливы. Какая же там любовь, друзей-то не всегда. Очень, да, очень редко вы встретите действительно пары, которые счастливы, любят друг друга. Это настоящее благословение, потому что 80% населения Земли, они живут просто по привычке. Или просто надо родить детей, надо выходить замуж, вот они выходят. А вот чтобы так, чтобы ты был счастлив и думал: вот просто моя половинка, это очень редко. Так, далее. Есть ли люди, у которых нет души? Есть такие люди, у которых нет души, и эти люди лежат сейчас 2 метра в земле, и сверху стоит памятник. Невозможно без души жить. Это нереально. Я просто встречала такие моменты, великие магуйки предлагали ритуалы вернуть душу. Вот я хохоталась. Я очень хохотался. О чем мы разговариваем? Душа есть у всех. Насмешнили меня. Если, да, рассмешнили, точно. Если человек, мы говорим, бездушный, это значит, что он жестокий, что он аморальный, да, он грязный в душе. Но это не значит, что у него души нет. Душа – это та самая сущность, которая дает жизнь. Это жизненный дух внутри нас. Если души не будет, человек умрет. Просто есть люди, которые, бесчувственные, твари. Это не говорит, что у них нет души. У них есть душа, очень черная, очень грязная, но она душа все-таки. Эта душа, когда уйдет в вот это вот царство зла. Кстати, про царство зла тоже сказано, да, черная воронка. Ты раб или свободный? В этой лекции я полностью объясняю, из чего состоит наше мироздание. Оно из 3 частей состоит. Это хаос, где обитают боги и дьяволическое древо. Это преисподня, или, по-другому говоря, вот та самая черная воронка, которым правит Яхве. А это царство зла, тот самый ад. Туда попадают люди, маньяки, убийцы, одним словом, все нелюди, недочеловеки, они попадают обратно туда. Они служат, это их среда. Сказать, что они там мучаются, я бы тоже не сказала, но, скажем так,
Мучение состоит в том, что у них нет энергии. Они должны что-то злое сделать для того, чтобы заслужить эту энергию. И время от времени их отправляют сюда. То есть не второй, третий раз рождаются, а просто оттуда эти сущности идут, эти души, эти, ну, черные души, злые души. И они, ну, в зачатии в ребенка входят и рождается злое чадо. И вы не всегда поймете, что это человек хороший или плохой. Вот, например, когда Иван Грозный рождался, один из старцев помолился и сказал: пусть царица мучается еще дольше. Значит, отец Ивана Грозного, Василий, разозлился на него и сказал: что же ты несешь? То есть, что ты говоришь, что значит, пусть она мучается? Она очень сильно мучилась, не могла родить. И он сказал: лучше бы она помучилась и умерла вместе с детем, иначе родится злое чадо. Понимаете, вот человек знал, что если ты отправляешь свою первую жену в монастырь, да, обесчещиваешь ее, унижаешь ее и так далее, и вторую жену берешь, то твоим детям, ну, перейдет твое наказание. Пожалеешь много раз. Нет, здесь пока нельзя задавать вопросы. И когда я уже скажу, что вопросы закончились, тогда задавайте. Сейчас просто слушаем. Вопросы можно задавать мне в личку. Да, в личку отправьте, я потом вторую часть сниму, и там будут. Ну, я вот сейчас заметила еще один вопрос, мне кажется, в тему сейчас к этим. Какой? Меняется ли характер человека, ну, или его души после смерти? Нет. Человек какой был, такой и уходит. Он единственное, что может просто, естественно, больше знать и видеть. Некоторые говорят, что мертвые там все знают. Вот они умерли, все, теперь они все мироздание знают, как, что, чего. Нет, конечно, у них тоже ограниченные возможности, как и... Потому что это душа человека, это же не божество, чтобы там вот ему все секреты и двери открыли. Нет. Ну, естественно, он знает уже больше, чем обычный человек, 1000 раз больше. Потому что он понимает, что есть сферы, ему же там объясняют, показывают. Да, может быть, даже не особо объясняют, потому что перед смертью, ну, вот, как бы, пограничное состояние людей, когда люди уходили уже, умирали, и их прям возвращали оттуда. И они говорили, что ощущение было, что они вышли из тела и ушли туда. И такое было чувство, что они всех там знают. То есть все, кто им встречался, что они знакомы, что он вернулся домой. Вот. Есть подключение? Да, я посмотрю, у меня здесь по-другому, а у вас такая четкая картинка. Здесь-то четкое, главное, чтобы передалось там. Не, нормально. Угу. Так, дальше? Да. Так, извините, может, это и не по теме, но я кратко расскажу историю, которую видела. Работала платной медсестрой более 42 лет. Это было давно. В отдельной палате умер пациент. Умер вечером, уже никого из сотрудников не было. Была моя санитарка и я. Как и положено, мы подвязали ему нижнюю челюсть и связали бинтом руки и ноги, чтобы 2 часа застывал, потом выносим в морг. Прошло 20-30 минут, слышим из палаты дикий крик. Мы залетаем в палату, наш пациент сидит на кровати, глаза открыты, буквально вырвались из орбит. Весь темно-синий, язык вывалился изо рта и дикий крик. Потом весь обмяк и упал на кровать. Подушку мы убираем из-под головы, чтобы ровно застыл. Снова связали руки и подвязали челюсть. Может, Инга скажет, что это было? Душа возвращалась в тело или что-то другое? Я вам скажу, вы просто рановато его связали. Он еще не умер. Он уходил, у него была агония. Агония иногда принимается за смерть. Вот человек, знаешь, выкатил глаза, все, он умер. А на самом деле он еще живой. Когда мой дед умирал, моя бабушка очень сильно закричала. То есть сказали, что он умер. И она крикнула, и он открыл глаза, повернулся и посмотрел на нее и закрыл. И все, и больше не просыпался. Это был очень жуткий такой ужас, естественно. Не мешайте человеку уйти. Подождите, сделайте маленький надрез, посмотрите, если кровь идет, он еще живой. Это работники морга, там очень много интересных моментов, конечно. Ну, морг должны отнести, там санитарки, в общем, отделение, где умирают в основном. Просто человек еще не умер. А когда вы его связали, то есть он испугался, то есть он ощутил, понимаете как, когда человек умирает, у него сознание работает. Просто его тело ему не подчиняется, и он
тело же старается выжить, все равно вернуться к жизни. И вот сколько есть сил, последние силы, он начинает все мышцы сокращать, глаза открывать, он начинает дышать. Он, не зря же говорят, это вот перед смертью не надышишься, да? Он пытается встать, он пытается опять проснуться и, ну, вернуться к жизни, он умирать не хочет. И, естественно, сознание еще понимает все, и вот тут он еще, то есть лежит, сознание есть, пока тело не двигается, и тут вы его связали по рукам и ногам, он, естественно, у него опять этот дикий ужас, потому что у него мозг не умер, он понимает, что его связывают, сейчас отвезут в морг, а он еще живой. И он поэтому от страха так опять просыпается. Да, это не хорошая смерть, я вам скажу, это страшная смерть, потому что это реально агония. Мой вам совет: не сразу не подходите к умершему человеку. У него еще душа рядом находится, или еще не вышла душа, и он может вас наказать. Вот много раз было, что священники, всем добрый вечер, еще раз, не буду просто со всеми здороваться, священники, когда, например, во время отпевания вот руки там расходились у покойника, они вот обратно ставили вместе, и после этого они умирали, после этого они болели. Здоровый человек раз и заболевал. Наказывали, нельзя трогать, пока вот окончательно не убедились, что он умер. Это просто агония, да. Но не он то, что душа шевелился, вернулась, не дышал. неважно, Ян. У него тело может не дышать, даже сердце может остановиться, а разум еще есть. И когда разум чувствует, что его сейчас отвезут в морг, он в ужасе заставляет тело работать. И вот эти вот мышцы сокращаются, он открывает глаза, на несколько минут опять живет. Вообще запрещается возле мертвых кричать. Вот когда вот говорят, что все умирает, отходит. Этот крик, он может быть очень страшен для него. Знаете, есть в армянском языке слово «гокедарц» называется. Возвращение души. И если у человека, ну как бы, вот душа уже отходит, поднимается, и этот крик «ор», он пугается, возвращается обратно в тело. И тогда он просыпается, и он еще страшнее умирает. И у него очень жуткая агония, у него все болит. Был такой момент, когда молодой парень умирал, и, естественно, сестра, мать там кричали ором. Я понимаю, конечно же, это страшное дело. Поэтому врачи не допускают родственников, когда там в реанимации, да, они тоже знают эти законы. И вот они начали кричать, и он проснулся. Он вернулся к жизни и несколько дней в таких страшных мучениях умирал, что они уже сами хотели, чтобы он быстрее умер и отмучился. Понимаете? Вот из-за этого, собственно говоря. Да, ужасная смерть. Мы все просим хорошей жизни, надо просить хорошей смерти в том числе. Это тоже немаловажно. Так, давайте дальше. Так, дальше. Сейчас. Это произошло лет 7 назад. Моя дочь поехала с молодым человеком Димой к его бабушке. Им дали отдельную комнату. Дима заснул быстро, а Жанна еще засыпала, как услышала стук в дверь комнаты. Дима спал, а Жанна не ответила. Она вообще подумала, что ей показалось. Открылась дверь, и зашла незнакомая женщина в светлой одежде. Жанна эту женщину не видела в доме, где они находились, и просто лежала в оцепенении. Женщина подошла к Диме и закрыла левой рукой его нос и рот. Постояла, развернулась и ушла. Это было ночью, в доме все спали, женщина ушла. Жанна из-под одеяла освободилась и посмотрела, дышит Дима или нет. Все было в порядке. После этого года через 4 Дима погиб. Погиб очень нелепо. В семье остался маленький сын, который после смерти Димы постоянно болеет. Проблема с дыхательной системой. Она закрыла рот ему? Да, да. И ушла. Закрыла рот и нос. Вот когда такие вещи происходят, не надо игнорировать. Она пришла ему сказать, что его скоро может не стать. Если бы смерть была неизбежна, она бы не пришла. Просто хочу сказать, что иногда люди говорят, ну а что тут поделаешь? Ну вот она явилась, пришла, значит, человек все равно уйдет, ничего не сделает. Нет. Если человек должен все равно уйти, вот он это увидит, и через полчаса его не станет. А если ему дают понять, через несколько месяцев, да, он ушел. Через 4 года. 4 года, неважно. Представьте, 4 года он мог идти куда-нибудь и спросить, что это было, почему она пришла, кто она. И чаще всего всегда мы просто отошли от наших корней, мы отошли от вот
древних знаний, да, поверий. Люди всегда относились очень серьезно к этому всему, поэтому они были здоровее, лучше жили. А мы считаем, что это, да ну, возле кладбища там дом купили. Ну, ничего страшного, через ограду кладбища. А то, что ты воду пьешь, вот трупный, уже там рядом колодец уже там идет, это трупный яд, да. А то, что по ночам, а то, что это не очень хорошо. То есть я могу жить возле кладбища, но я бы, например, там воду не пила точно. Потому что все-таки понятно, что, от чего. Мы относимся ко всему скептически. Да ладно, да ничего страшного. Или там убрали старинное кладбище, да, и сверху сделали что? Дорогу. И там все время разбиваются люди. А кому это интересно? Добро, расписались, все. То есть они же, для них же человеческая жизнь ничего не значит, понимаете? То есть им-то пофигу, что там будут гибнуть люди. Несколько человек в год для них ничего не обозначает по сравнению с теми миллионами, которые они получат из этой дороги. Тем более, если она платная. То есть люди сейчас стали вот те самые бездушные, о которых сказано. Они все попрали. А в стародавние времена, если бы человек такое видел, он бы сразу бежал к ведьме. Узнать, что происходит и как это отчитать. Так вот, если ребенок в таком состоянии и может следом уйти, это значит, у них по мужской линии просто уходит. Напишите Яне, и она скинет мне ваши данные. Точнее, мне, ну, ей напишите сначала, потом мне, потому что я могу не зайти, не посмотреть. У меня там столько писем. И этого ребенка надо отчитать. Господа, ну не пишите мне после 11 ночи. Да, ночью не надо, завтра напишите ей. И этого ребенка я отчитаю и скажу, что вам надо делать. Надеюсь, что ни у кого не возникает вопросов, да, что я это бесплатно сделаю, естественно. Если я предлагаю что-то, я никогда за это плату не беру. Это так, чтобы некоторые знали. Так, ну, это может закончиться просто, если еще и следом мальчик, ребенок болеет. Вот вы опять сидите, кого-то ждете. 4 года ждали, пока он погибнет. Теперь опять сидите, ждете, ребенок болеет, все время болеет, болеет, и ничего не делаете. И в голову не пришла мысль, что после отца, если болеет, значит, нехорошо, значит, следом он уйдет. Давайте. Дальше. Долго не могла говорить об этом, больно. Рассказываю впервые здесь. Племяннице не было 2 лет тогда. Брат умер утром, когда обнял ее и уснул навсегда. Брату не было и 42 лет. За 3 дня до этого моя племянница кричала, показывая на угол комнаты: «Дядька, дядька там!» и плакала. Ее брат успокаивал и спрашивал: «Какой дядька?» Она отвечала: «Не злой, высокий. Мы в семье все рослые». Потом Вика, эта племянница, кричала: «Все, дядька увел папу». Брат успокаивал: «Ну что ты, я же здесь». Потом брата не стало. Если можно, хотелось бы узнать мнение уважаемой Инги о том мужчине из потустороннего мира. Племянница видела ушедшего брата, потом по другую сторону окна. Вика очень долго не могла спать по ночам, мучили кошмары. Могу ли я на правах крови ей как-то помочь? До ее мамы не достучусь. Девочке сейчас 8 лет. Вы не можете, но мне напишите, я закрою у нее это видение. Дети, когда маленькие, они видят потусторонний мир, и вы это много раз замечали, когда ребенок лежит, и вот там гу-гу с кем-то играет, руки потянул туда, и причем там абсолютно вот просто, скажем так, как там говорят, потолок, просто ничего нету, вообще даже смотреть не на что, он там играется, потому что кто-то есть, кого-то видит. Пока дети не могут это объяснить, им потусторонний мир показывается. Как только дети могут это уже объяснить, они уже становятся разумные, да, уже могут сказать, описать и так далее. Все, потусторонний мир исчезает, уходит, закрывается видение только из-за того, чтобы потусторонний мир не открывал свои секреты. Так вот, если она до 8 лет это видит, это значит, к ней пристал этот мир и не отстает. Ей это не нужно. Она может и в сумасшедший дом попасть, понимаете? Это, представляете, каждый день видеть. Это очень сильное видение. Это медиумы. Но медиумы по неволе. То есть им дано просто видеть. А как этим пользоваться, что? Они даже не знают и знать не хотят. Им ничего больше не дано. Только видеть. Вот представь, сидишь, чай пьешь, и вот перед глазами там женщина сидит какая-то. У меня племянница, мы как-то сидели, пили кофе, и она пошла рисовать. Ей там, наверное, 4 года было или что, вот так вот. 5 ближе. И она тут говорит:
Я все вижу. Я говорю, а что ты видишь? Не поняли. Я вижу, как вы как там, со стороны стены, короче говоря, вы там заглядываете ко мне и прячетесь. Мы поняли, что там она кого-то видит, и сделали вид, что это мы, чтобы она не испугалась. Я говорю, ну, я просто хотела посмотреть, чем ты там занимаешься. Потом через 5 минут она опять, я все вижу, ты же один раз уже посмотрела, чем я занимаюсь, зачем опять подсматриваешь? Вот, маленькая, понимаете? Если бы ей сказали, что это не мы, конечно бы она боялась уже в этом доме вообще находиться. Им дано. Так вот, что она увидела, ваша племянница? Она увидела стражника. Я бы не сказала, что у меня смерть. Она увидела стражника. Она увидела духа, который пришел за ее отцом. Почему она сказала, папу забрали? Потому что она увидела двойника отца, которого забрали. То есть, ну, она увидела, как отца забирают. Ей показали этот момент смерти. И жаль, что вы не поверили. Вот надо всегда относиться очень, как вам сказать, очень большим доверием. Я знала ребенка, которого считали умственно отсталым, и, ну, какие-то видения у него были. Ну, считали, что ребенок больной. Ну, там видит кого-то, никто не обращал внимания. Когда собаку подарили этому ребенку, собака побежала, начала в углу, значит, лаять и пыталась кого-то как будто бы укусить. Как бы схватить, тащить. И тогда мы поняли, что этот ребенок не обманывал. И он там начал пальцем показывать, говорит, вот, видите, вот он, вот. Я же вам говорил, что там кто-то стоит. Смерть она увидела. Это надо закрыть. Это нехорошо, и это не нужно. Здесь пока вопросы не задаем. Эти вопросы, которые у вас есть, отправьте Яне. У нас вопросов здесь огромное количество. Мы еле успеем на них ответить. Она сохранит, и в следующем эфире я это озвучу, иначе это долго будет. Давай я. Следующее. Если дом стоит на стрелке перекрестка из 5 дорог, может ли это влиять на жизнь и судьбу владельцев? Дело в том, что мои знакомые, живя в этом доме, потеряли 3 детей из 6. Но даже те, кто остался, живут недружно. Жили всю жизнь трудно, бизнес не шел. Хозяин к концу жизни заболел болезнью Альцгеймера и разговаривал часто с кем-то, объясняя нам, что вот у него в гостях то греки, то люди, говорящие на латыни, и он их понимает. Когда он умер, его жена начала видеть мужа, то торопилась к нему. Если была в гостях, то говорила дочери, отнеси отцу то-то и то-то. Врачи сказали, что у нее тоже начало болезни Альцгеймера. Через год она умерла. И вот второй вопрос. Возможно ли, что Альцгеймер не просто болезнь? Нет, это не просто болезнь. Человек находится в нашем мире, в физическом плане, но его мысли, его энергия, его душа может находиться в разных местах. То есть мы спим, мы видим потусторонний мир. Это здоровая душа. Мы всегда, когда спим, наша душа отделяется от тела. Жизненная сила, дух остается, мы не умираем. Почему говорят, спящий как мертвый, да, или спит мертвым сном? Потому что когда человек спит, он все равно как умерший. Он уже никакой, он беспомощный, самое беспомощное состояние человека. Поэтому все султаны, императоры ужасно боялись спать, боялись, что не проснутся, потому что не доверяли своему окружению. Когда человека будешь, он же не сразу вскакивает. Некоторое время нужно, чтобы он встал. Это значит, что приходит душа, обратно возвращается, и человек открывает глаза. Так вот, когда у человека больной мозг, у него связь с нашим миром теряется. Он, физически здесь находится, но у него нездоровая душа, которая уходит во время сна в эти астральном мире, то есть выходит из тела, возвращается. Он видит какие-то там, например, сны, может подумать, в голове какие-то картины рисует. Это тоже его душа все это планирует, рисует. Это когда мы спим, наш мозг охраняет. Он смотрит вокруг нас, он смотрит внутренним зрением. То есть наш мозг, он живее всех живых. Наш мозг чувствует неприятного человека. И поэтому, когда у нас бывает предчувствие неприятное, да, вроде человек ничего не говорит, сидит чай пьет, а ты как-то отталкивает. Потом оказывается, что твои предчувствия тебя не обманули. Твой мозг начинает вычитывать его мысли. Это происходит, знаете как, чем более развит человек, чем более он
духовно, ну, его планка высока, это не какой-нибудь там быдлятина, который там две буквы связать не может. Нет. Это человек развитый, уже формированная личность. Его мозг очень сильный, он развитый, его энергия мозга сильна. Мозг начинает вычитывать. Почему получается так, что, например, приходит человек в гости, вот я вам снимала гости-разрушителей, что вроде человек ничего такого не делает, но ты от него чувствуешь опасность и чувствуешь, что от него ничего хорошего не будет. И все твое гостеприимство улетит, потому что твой мозг начинает вычитывать, вытаскивать информацию с этого человека. Вот в пространстве его мысли ты начинаешь улавливать. Вот, например, говорят, чувствую взгляды, да, за спиной. Это же ты действительно взгляды не чувствуешь, но ты идешь, а твой мозг, энергия твоего мозга читает мысли, похотливые мысли, хорошие, плохие мысли и так далее. То есть энергия нашего мозга распространяется далеко за пределами нас, нашего тела. Если мы спим в огромной спальне, мы не отдыхаем, потому что наш мозг следит за всем. Мы пока спим, энергия мозга вычитывает информацию вокруг. Если опасность какая-нибудь, почему человек чутко спит, вот даже не обязательно звук, а просто ощущение опасности, и он сразу просыпается. Еще раз говорю, это касается развитого, то есть развитого мозга, сильного мозга и планки души человека высокого, не какое-нибудь там абсолютно непонятное существо. И если у нас здоровый мозг, то мы находимся в физическом плане, то есть полностью здесь находимся. Мы планируем свою жизнь, свой день, там, строим, не знаю, любим, разводимся, рожаем и так далее. У нас здоровый мозг, он понимает, он осознает, принимает решения. Когда мозг начинает болеть, наша связь с нашим миром теряется. Вот почему, когда люди приходят ко мне, говорят, у меня ребенок там, скажи мне, вот эта болезнь на букву А, по-моему. Ой, слишком аутизм, да. Вот, можно вылечите, пожалуйста. Или у меня ребенок там отправляет, например, фотографии, я вижу, что мозг болен. Понимаете как? Можно жить без руки, без ноги. Можно жить без одного глаза, можно без двух глаз жить. Можно жить без волосяного покрова, носить парик. Много чего. Но если мозг болен, это конец. Это не лечится, не исправляется ничего. И с этим ребенком просто мучение. От мозга все зависит. Его движение, его понимание и так далее. Когда у человека больной мозг, нарушается связь между душой и телом. Понимаете меня? Здоровый мозг, то есть сильный мозг, он воспринимает все импульсы души, все подсказки души. И, собственно, существует, живет. Когда мозг болеет, все. Болезнь мозга – это не опухоль какая-нибудь, которую лечат, или когда головные боли. Это совсем другое. Болезнь мозга – это слабоумие, постепенно усиливающееся, старческое слабоумие, да, и все такое. Вот Альцгеймер. Я жила с человеком, у которого был Альцгеймер. У нее начался к концу жизни. Ее звали Марья Васильевна, тетя Маша, очень хорошая женщина. Мы снимали у нее комнату в студенческие годы. Сначала сестра жила с ней, потом я жила с ней, потом мы приезжали, ее навещали. И она каждый раз приходила, рассказывала о своем муже, что Василий Петрович, там, или, по-моему, Петрович, да, Василий Петрович поехал куда-то там и так далее. Ангелин, вот так иди. Давай. Ты как прошла? Да, сейчас извиняюсь. Иди садись, если хочешь. Вот так вот садись. Тут нечего слушать детям. А что случилось? Выгули или закрой. Ой. А ты что через эти катакомбы зачем ходишь? Просто выходи. Здесь же никто никого не съест. Ты хотела, чтобы тебя не увидели, но тебя увидели еще больше. Ну ладно, ребенок. Так вот, и самое главное, как только нарушается связь с мозгом, значит, все, человек попадает вот в это вот междумирие называется. Он и не здесь, он и не там, понимаете? То есть у него видение, все, у него нету вот этой вот защитной пленки, которая есть у нас. Вот мы сейчас сидим, здесь может быть очень много духов.
здесь могут быть и очень много лиц, чего только здесь может не быть. Но поскольку у нас защищенность, мы не видим этого. Сейчас кто-нибудь скажет, что вот ведьма, да, там обрисовали, что ведьмы сидят, и все вот духи, все смотрят. Зачем? Вы представляете, какая-то нагрузка весь день их видеть? Да, первое время они выходят самые сильные энергетически, мы их видим. Но потом приходит время, да, да, мы здесь о мертвых, а там кто-то о своем нижнем месте. Вот, приходит, что я говорила, вот сбили опять эти бешеные самки со своими мужьями и любовницами. Господи, заколебали. Да, защитная падает, и они видят потусторонний мир. Так что болезнь Альцгеймера, любая болезнь мозга, которая открывает все эти двери и показывает, да, это означает, что упала защитная вот эта вот ширма, и человек видит потусторонний мир. Действительно ли они видят? Да, действительно видят. Они видят своих мертвых родственников и так далее. Так вот, тетя Маша каждый раз рассказывала. Я сначала говорила, ну у вас же муж умер, я еще не понимала, что это такое. И она расстраивалась, плакала, как будто каждый раз по-новому слышала. Потом я поняла, что я глупость делаю, почему я расстраиваю человека. Это все равно, как вот, знаете, вот ты вообще забыла, что он умер, и тут говорят, что он умер. Это все, каждый раз она вот эту боль по новой. И я начала говорить, что Василий Петрович поехал по делам, скоро приедет. Вот мы так и начали, собственно говоря. Это страшная вещь. Там цифру не запоминает Ян. Вот говоришь там 2, значит, 5 и 3. Запомнили? Вот 253 там квартира или дом. 4, 45. Вот не может запомнить 2-3 часа. Это, конечно, тяжело. Если они своих детей забывают. Ужасно. Она своей дочери сказала, это что за женщина тут сидит? Сидит, понимаешь? Я захожу, какая-то женщина тут. Вы кто вообще, женщина? Сейчас милицию вызову. Да. Отключать. Шизофрения то же самое. Но шизофрения немножко по-другому. Есть шизофрения, которая всю жизнь можно заглушить и отследить. Есть шизофрения очень глубокая, уже необратимая, которая, ну, не лечится. Она не лечится в принципе никак. Да, она не лечится. Глубокая, но с ней можно выйти замуж, с ней можно жениться, родить Да. детей, все. Ну, просто надо это отслеживать. Но вообще люди, которые, знаете, есть приобретенная шизофрения, которая из-за очень многих стрессов и так далее начинается. А есть уже врожденные, то есть у них по роду идет это. И люди, которые по роду вот это идет, они детей не рожают. Многие из них вот добровольно вот так себя мучают. Разумные люди. Очень жаль, конечно, этих людей, но они понимают, что... Если принимать медикаменты и у врачей постоянно наблюдаться, то это совершенно нормальные, адекватные люди, которые просто живут родственникам не обижать, не оскорблять их, вот не говорить, вот ты дурачок, у тебя и так шизофрения. Потому что слово шизофрения для нас звучит очень страшно, как будто, ну, шизофрения это сейчас топор взял и побежал. Нет. Это нормальные люди. Просто есть разные проявления. Это не значит, что он там с мертвецами разговаривает. Нет. Просто у него бывает такое состояние, что он может реальность не так понять. Или вот, ну, например, забыть, где жил, и пойти в другом направлении. Всякое бывает. У всех по-разному. Надо это отслеживать. И самое главное, никогда не говорить при этом человеку, что он болен, у него там проблемы. Просто следить. Вот и все. Шизофрения не так страшная. Альцгеймер необратимый. Это да. В смысле, шизофреники убить могут так-то? Смотря какие. Да. Есть такие, ну, которые уже тоже необратимые, а есть которые уже как бы, ну, которые поддаются лечению, и можно им помочь. Как бороться с шизофренией? Да лечиться, принимать таблетки. Это специальный препарат. Все, что касается мозга, магию туда не зовите. Это только лечится. Пусика хочешь позвать? Ты сможешь его поднять? Ну, сейчас я его... Давай, я подниму. Ой, и посмотри, пожалуйста, чтобы она опять не загрызла, ладно? Это если что, пускай гуляет, можешь странная отпустить. подушка наша. Она он просто боится, там скользко. Ой, что ты будешь делать с этим пусиком, а? Да что там такое вообще сверху падает? Капли так падают, как будто эти чугунные.
Сейчас Пусю пристроят и придут. Так что, друзья мои, если у человека болен мозг, это только к врачу. Чапик, это ты вот так вот создаешь какое-то там землетрясение? Они когда прыгают на этом, прям все дрожит тут. О, ну понятно. Чапусик, Чапусик, мы тебя очень уважаем, но тебе лучше... Да, или так ложись, вот. Все. Но он спокойный, в отличие от Пуси, он нормально сидит. Того не усадишь. Так, ну что, следующий? Давайте. Вопрос про детей, которые слышат голоса. Я в детстве тоже их слышала, еле-еле от них избавилась, когда стала говорить лучше. Это как в фильме «Брюс всемогущий», когда Джим Керри слышал в ушах разные голоса, молитвы. Это же сводит с ума. Тем более, когда такое происходит с ребенком. В любом случае толку нет никакого, что ребенок их слышит. Уважаемая Инга, объясните, пожалуйста, почему та невидимая часть жизни докучает маленьким детям и дает знать о себе? Ведь все равно ребенок им же никак не поможет. Им вообще никак не поможет тот человек, которому сила не дана. Понимаете? Видеть потусторонний мир, слышать потусторонний мир. Вообще без толку. Никакого толку в этом нет, никакого как бы смысла в этом нет, потому что, ну, ничего, ты слышишь, видишь, но у тебя нету силы, ты не знаешь, как этим всем пользоваться, зачем это надо, кому ты что передашь, кому ты поможешь с помощью этих вот голосов и так далее. Но это, как вам сказать, это привязывается духи. Некоторые говорят одержимость. Нет, одержимость это когда внутри тебя есть определенная душа или сущность, разные они могут. Может быть, душа мертвого привязалась и поселилась внутрь человека. Я уже объясняла, как это может произойти и у кого. А есть, которые привязываются к человеку, они питаются его страхами. Питаются его страхами. Вот те же самые души неприкаянные, которые, скажем, при жизни, да, жили, нарушая, как они достали со своими мужьями, любовницами эти самки. Я буду теперь блокировать, не буду просто удалять. Конечно. И все. Да, привязывается душа, которая при жизни жила неправильной жизнью, и после смерти, то есть он должен искупить свою вину, либо у него вот междумирие, то есть ему не дают идти на покой, и вот он бродит, ему нужна энергия, одним словом. Им здесь нужна энергия. Вот вы когда видите фотографии, на которых действительно призраки, не вот это вот всякие там сейчас делают такие интересные вещи, что просто охренеть можно. Но настоящие призраки, когда они выходят на фотографиях. Вы же видите у них гримасу мучений, как правило. Очень редко они какие-то там спокойные. Чаще всего гримасу мучений. Для них нахождение в нашем мире очень тяжело. Они задыхаются, им тяжело. Для них физически тяжело. И вот это и есть неприкаянные, окаянные, проклятые души, которые наказаны тем, чтобы бродить в этом мире и видеть, как с их потомством происходит то же самое, что они делали с людьми, когда были живы. Ну, например, прокурор сажал людей невинных. Вот он видит, как его вся семья разваливается, как его дочь там умирает, зять, не знаю, спивается и так далее. Он должен это видеть. А он находится в этом мире, но ему нужна для этого какая-то энергия, чтобы выжить, чтобы как-то вот облегчить свое существование. И он может прилепиться к ребенку. Просто так не бывает, чтобы вот так души бродячие, липли. Это из говногруппы кто-то там делает нехер просто этим ничтожеством. И, то есть, я же тебе говорю, дрожит все. Я еще думаю, что это такое вообще? А что такое? Дребезжит все, не видишь? Чапли как двигается. Как слон прошелся. Да-да. Скорее всего, это наказание для семьи или для родителей. И они должны пойти узнать, почему так произошло, что к их ребенку это прилипло, прицепилось, что они делали. Может быть, мама когда-то гаданиями занималась, понимаете, открыла эту дверь. Вот почему я говорю, не открывайте эту опасную дверь. Я даже целый ролик сняла, чтобы вам объяснить, почему нельзя открывать эту опасную дверь. Потому что если вы начали
значит, это смотреть, кидать карты, руны и так далее, вы открываете эту дверь. И духи уже могут войти в ваше пространство. Пока вы не трогаете, не нарушаете этот запрет, они не могут вам ни вселиться, ни трогать вас, ни к вам прилипнуть, ничего. Ну, как только, ну, это один из причин. Не всегда, конечно, но один из основных причин, это когда человек лезет куда не надо. И все. И после этого начинается, и надо узнать, почему это произошло, что с этой семьей. Вот и все. Это, как правило, наказание позволяет духам. Духи сами по себе ничего не имеют права и не сделают. Если род наказан, если вот как, грубо говоря, дали добро, что вы можете и подселяться, и делать что угодно, они без защиты, тогда они могут подселиться. Тогда такого ребенка надо возить к знающему человеку, и этот человек просто, как бы сказать, отсекает это все и все. Это не одержимость. Еще раз, одержимость это внутри человека. Он может сам сказать что угодно. Я видела, когда, я же вам рассказывала, когда в кафе зашла, по-моему, чеченка была. Вот я сейчас не... Только нет, скорее всего, чеченка. Сидела в платке, такая скромная девушка. Официант подошел, говорит, ой, это очень давно было, студенческие годы. Девушка, вам что-нибудь принести? И мужской голос сказал, пиво неси. Он немножко, то есть, опешил этот парень от такого голоса. Но ничего не сказал, принес пиво, поставил бокал пива. Она говорит, вы в своем уме? Я же у вас кофе попросила, я вообще не пью. Вы что? Вы сказали пиво. И мы сказали, говорю, девушка, вы сказали пиво. Вы что, сговорились, что ли? Нет, я пиво не говорила. Вы, наверное, просто неправильно услышали. Ну хорошо, извините. А он пошел, принес кофе. И она говорит, бля, я тебе не сказал, пиво неси. И вот так рукой этот дубовый стол перевернула. И там мужики побежали, ее держали. 6 или 7 мужиков не могли. Она их выкидывала в разные стороны. Причем один грузин был такой, ну, мужик-то, блин, килограмм 200 точно есть. Он не мог ее скрутить. Она его по ногам била. Он там по-грузински матерился, но ее держал. А потом приехали братья и увезли. И говорит, что потом сказали, что вот эту девушку, они сказали, что отвезут к мулле, отчитывать и так далее. Вот одержимость. Это когда в человеке есть, он говорит, не помнит. Это одержимость. А когда он слышит голоса, это не одержимость. Это... Хотя многие, ну, именно так и описывают, что одержимость, голоса слышат. Неправильная формулировка, это не совсем так. Давай. Вы выйдите, зайдите снова, а то у меня не двигается чат. Хорошо. Вот здесь нажми один раз, потом снова. И вот по новой. Сейчас включу. Все. Вы не должны принести? Не, я нормально. Это интернет так тупит. Могут ли души живых людей пересекаться друг с другом во сне? Может ли это что-то означать? У меня недавно был сон, я на работе увидела коллегу, которая что-то мне говорила. Ее слова я так и не смогла понять или расслышать, что удивительно, но на следующий день мне эта коллега сказала, что видела меня во сне в том же месте, где я ее видела. И то, что я ей говорила, она понять также не могла. Очень благодарна, уважаемые Инги, за эти эфиры. Друзья мои, если вам кто-то снится, обязательно, даже не сомневайтесь, что вы снитесь этому человеку. Просто некоторые люди могут об этом не сказать. Ну, потому что, ну, как-то, ну, приснилось и приснилось. Они могут даже об этом смолчать. Потому что, ну, может быть, вы не близкие люди, просто соседи. Он же не может прийти и сказать, слушай, мы во сне целовались, обнимали, что за сон интересный. Не скажет, промолчит. Но будьте уверены, он увидел точно такой же сон в том же месте. И второй момент, что не все люди запоминают сны. Есть люди, которые запоминают сны, есть люди никак не запоминают. Могут даже изредка какой-нибудь сон запомнить в своей жизни и удивиться 100 раз, что им сон приснился. Вот есть такие люди. Так вот, что такое видеть друг друга во сне? Когда мы спим, наши души поднимаются и начинают путешествовать в астральных мирах. И в этом астральном мире души встречаются. Вот вам и сон. Они встретились, увиделись. Они увиделись в одном месте и приснились одинаково друг другу. Великому князю Павлу Петровичу и его жене Марии Федоровне, то есть сыну и снохе Екатерины Великой, одновременно приснился такой сон. Они увидели, как спохватил их
как они описали, ангел или там крылатая сущность, и они поднялись наверх. Начали подниматься, и внизу увидели Зимний дворец, и много людей, которые на них смотрели снизу и кланялись. И они в ужасе проснулись вдвоем и рассказали друг другу этот сон. Они действительно увидели одинаковый сон. Через полчаса гонец прибыл из Зимнего дворца, сказал, что великая императрица Екатерина Великая скончалась. И вот его ждут во дворце. То есть, понимаете, так что одинаковые сны бывают. Это встреча двух душ на одной территории, в одном астральном мире. Давай, Ян, что там дальше? Ирина Тигран кому-то ответила: напишите, я не спросите, в положении она или нет. Думаю, офигеть, вот это я разжирела, блин, а что уже думает, что меня в положении. Да не из-за этого думает, да наверное. нет, это совсем про другое. Она просто кому-то ответила. Так, следующий. Так ты положение или нет, все-таки успокой народ. Да сама не знаю, ну. Она слоненка родит, она уже 3-й год положение. Так. У моей подруги умер отец. Это произошло совсем недавно. Умер при странных обстоятельствах. В квартире у его последней жены, которая признана невменяемой. Тело отца быстренько кремировали, и началось странное. Везде, где он до этого жил, в доме и в квартире моей подруги начались происходить странные события. Шаги по ночам, открывание шкафов, стуки, разбросанные вещи. Урну с прахом похоронили на прошлой неделе, но все эти странности не прекратились. Буквально на днях моя подруга зашла в комнату и обнаружила, что все шкафы и секции открыты, и посередине комнаты лежит сигарета. Никого дома, кроме подруги, на тот момент не было. Вопрос: как можно помочь душе обрести покой, ведь неясно, убили ли отца или он якобы умер сам. Скорее всего, убили. Потому что чаще всего души убитых приходят, чтобы дать понять, что с ними что-то произошло, что они ушли не своей смертью. Вот видите, вы сразу догадались, что раз он не находит покой, что-то в его смерти странное, необъяснимое, непонятное. Скорее всего, его убили. Я боюсь, что в этом случае, даже если вы уголовное дело откроете, это все. Вы понимаете, его нет, его кремировали, да, сказали? Да. Его кремировали. Ну вот кто будет? У нас человека убивают посреди дороги, убийца чуть ли не лицо показывает и паспорт оставляет, они не могут найти якобы. А здесь уже кремированные, вот где ты там найдешь какие-то следы насилия и все прочее. Невозможно. Поэтому уголовное дело открыть невозможно, но, во-первых, ставьте там то, что он любил при жизни. Вот какие-нибудь блюда, фрукты, еще что-нибудь. Не надо супы, борщи варить, как одна сказала: ой, можно я вот борщ отнесу там на кладбище. Там. Нет, не надо борщи туда тащить. Но вначале сделайте вот именно так. Потом, если кремированный, что там, есть у него могила или нет, тоже вопрос. Или его прах в урне хранится, или его развеяли, это надо знать. Чтобы я могла понять и посоветовать вам, вот как написали, это сделать. Урну с прахом похоронили на прошлой неделе. Похоронили. Еще один вопрос. Прям урну похоронили, тоже глупо. Урну надо открыть и прах высыпать на землю. Понимаешь? Это ты написал? Да. Они все-таки думали, я беременна. Да, я не беременна. Я подумала, что опять кто-то создал моим именем это. Нет. А что за короны здесь? Что происходит-то? Ну все понятно. Меня короновали, я все поняла. Ты не увидела, что ли? Нет. Вот корона. Поэтому я ее говорю, что это такое? Так, все, корону мою сюда принесли. Сижу тут, понимаешь, мерзну без короны. В трусах, но в короне, слыхал? Я в трусах, но в короне. Я вообще беременная слоном. Елизавета II носила эту корону отца, очень тяжелая, для того, чтобы привыкнуть перед выходом к сенаторам. Как вот эту фигню теперь убрать? Вот. Она должна была носить корону, ну, то есть сидеть в короне, часа 3 вести эти переговоры, все такое. А корона весила там килограмм 5, наверное. Очень тяжелая, огромными бриллиантами, все такое. И она эту корону, значит, нацепляла и ходила несколько дней, чтобы привыкнуть. И Чарльз писал в воспоминаниях о матери, что было смешно, когда она в халате, в короне нас купает. С этой короной. Ну, ей нужно было привыкнуть.
знаете, вот как бы мы к ней не относились на самом деле, для своей страны она замечательная королева. Для нас, конечно, она носитель зла и воин, я вам скажу. Она очень злобный человек внутри, потому что она все-таки внучка Виктории. А Виктория ненавидела Россию, потому что Александр II на ней не женился. Он назвал ее толстой коротышкой и женился на Дагмар, принцессе Дагмар, Мария Федоровна. Вот такая вся миниатюрная Дагмар, маленькая принцесса ее называл. Он такой рослый, огромный мужик, двухметровый, а она 1,40 м с чем-то была, ну такая маленькая. А Викторию он назвал толстая коротышка, представляете? И она до конца своей жизни, вот где были интересы России, обязательно что-нибудь там. И вот отсюда возникло вот это выражение «англичанка гадит». Если, говорят, два соседа друг с другом подрались, значит, у них ночью у кого-нибудь ночевал англичанин. То есть этот народ очень любит всех сталкивать лбами и иметь свои интересы. Так что вот, ладно, отвлеклись слегка. Может быть, ей скоро пора туда, раз уж мы про это дело как раз ее вспомнили. У них все бабы живут до 100 лет. Елизавета. У них в роду все, только сестра умерла раньше, потому что была алкашка. Ну, короче, она быстро ушла. Но она была очень красивая, если честно. Она была красивее ее, и у них всегда было соперничество. Живет, сука, еще 4 года будет жить, готовьтесь. Еле ходит, блин. А все равно, ни хрена. 96 ей или сколько? Хрен его знает. Да, 96. Ну, это прям вообще. Пока, говорит, 100 лет не стукнет, хрен вам. Матери 101 год было, когда она умерла. Ее матери. Бабушке столько же. Виктория столько прожила. Ее же называли сумасшедшей, хотели дурдом сдать. Она ела, ела, ела. У них это там нормально. Что она поклялась, что когда она поклялась, что когда она станет королевой, Виктория будет каждый день есть баранину. Вот клятвы, блин. Нет бы поклясться, что когда стану королевой, буду, не знаю, вся моя страна будет хорошо жить. Нет, баранину будет жрать. Она ела, у нее были 20-25 блюд, не меньше. Она была очень полная, уже к концу жизни еле передвигалась. Ладно, наснем. Так, вопрос о мире ином. Оставлять интерьер помещения после ушедшего в его память? Это как хотите. Знаете, это вообще не имеет особо значения, потому что человек отрывает свою связь. Знаете, многим кажется, что вот все мы примеряем на себя роль, да, вот, например, я уйду, как же мне будет жалко, вот мебель купила новую, поставлю, а тут умру, вот кольца еще не носила, вдруг умру и так далее. А когда человек умирает, для него вот эти все земные блага становятся абсолютно ноль. Не ценные вообще, ну никак. То есть они не имеют для него никакого значения. Поэтому, если человек был не злобный, нормальный, хороший, вы хотите сохранить, вам хочется это сделать, сохраняйте. Я вообще, например, против того, что сразу, как человек умирает, всю одежду надо быстренько всем раздать, выкинуть, сжечь. Почему? Кто сказал такое? Ну, носить, наверное, не надо. Нет, почему? Если близкие родственники, можно носить, Ян. Ничего не будет, ничего. Он не причинит никакого вреда ни своим близким родственникам, ни другим. Но есть определенное но. Если человек болел раком, например, энергия этой болезни на этой одежде. Понимаете? Если отношения не очень были. Да, если отношения не очень были. Если чужим людям отдать эту одежду, которые не знали об этом, им ничего не будет. Они не должны об этом знать. Или в фонд отдайте, или где-нибудь спустите, положите. Например, у нас, я помню, когда в Москве жила, у нас женщина спустила, со мной в лифте говорит, вот вещи, говорит, моей сестры, она умерла там рано, все такое, ходила по разным странам, потому что там было итальянский, она так разложила с плачем и ушла. Очень красивые, хорошие вещи. Она умерла от рака. Вот люди, которые заберут и оденут, с ними ничего не будет. Они знают ее. Но если человек знает даже ее страх постоянный, да, что она раком болела, она вот так умерла. Уже не внушили страха. Просто всегда страх открывает дорогу. Открывает дорогу к человеку, пожалуйста, пусть носит со своим этим.
Это 100% Патька пишет, что будет с мужем и любовницей. 1000000%. Все будет хорошо, не переживай. Он с тобой останется, а спать будет с ней. Знаешь, когда женщина сидит во дворе, такая вся, тварь, ты представляешь, со вчерашнего дня его нету, утром нету, в обед нету. Где эта сволочь ходит? Я его убью. Я разведусь. Я его убью, себя убью, дом сожгу. Он говорит, слушай, почему ты сразу плохие мысли там у любовницы, еще где-то? Может, человек в аварии мысли? Я вам скажу честно, иногда, не иногда, а всегда, вот если по себе судить, со смертью смириться легче, чем с предательством человека. Потому что смерть делает человека лучше в наших глазах. Да? Мы помним, вспоминаем, плачем о нем, что вот он у нас был в нашей жизни и так далее. А когда человек предает, это хуже смерти. Он и не мертвый, и не живой. Вот. Так что не надо всегда думать о плохом. Может, его сбили. Так, давай дальше, пока Патька опять не вылезла со своим мужем. Но у меня вот нет. Вот это идет, а вот это нет. Давай. Так. Моя мама жива, а бабушки уже нет. Сегодня во сне мама просила у бабушки деньги, и та ей дала несколько 5000-ных купюр. Мама взяла. Отношения при жизни были у них хорошие. Это плохой сон? Деньги брать у покойника? Плохой сон. Деньги брать у покойника? Да. Это купить себе место на кладбище. Если ваша бабушка недавно умерла, ну, относительно недавно, вот смотрите, когда человек умирает, открывает цепочку смерти, я об этом говорила. Обязательно уйдет несколько человек следом. Если за этим человеком 2 человека ушло в течение 3 лет, страшно, конечно, это люди, это близкие люди и все такое. Но 3 человека это не так ужасно. Если 4 человека, вот, квадрат получается, 4 человека, открывается дверь. Здесь привет и не пишем. Здесь только здравствуйте. Открывается дверь в мир мертвых. И значит, будут уходить и уходить. Вот и все. Ну, Диана, брать, не брать, это уже человек не решает. Это во сне, он может поневоле это сделать. Он же не может контролировать себя во сне. Он же не понимает, что с ним мертвый разговаривает. Да, нельзя брать, обнять нельзя, нельзя брать еду, нельзя сесть за стол, кушать и все такое. Если у человека есть внутри вот эта вот трезвость и осторожность, он может, да, себя взять в руки и не сделать, но не всегда. Иногда это сон. Дальше. Давай. У меня такой вопрос. Как поминать родителей, родственников после раскрещивания, если они похоронены по христианским обычаям? Когда вы умираете на том свете, по какому бы вы обычаю не были похоронены, вы уходите в один и тот же мир. Там нету специально христианского, царствия небесного, буддийского, царствия небесного. Знаешь, что такое говорит? Ладно, не, без мата, естественно, скажу. Значит, христианство мечтает свалить от всех. Не, подожди. Христианство мечтает всех, значит, обмануть, культурно говоря. Ислам стремится всех отыметь. А буддизм мечтает от всех уйти. От того уйти с чемоданами. То есть вот 3 религии, основные философии 3 религий. Ислам стремится все завоевать, подчинить, все должны быть мусульмане, весь мир должен быть мусульманский, и для этой цели надо идти до конца. Христианство всех того, райские сады и все такое. В общем, очень много обмана, к сожалению, уже давно. А буддизм, он, нирвана, делаем, как там эти, скажи мне, медитации, ни о чем не думаем, не переживаем, все хорошо. Вот это, знаете, как это, уже меч на голову падает, пока еще все хорошо, нормально, еще пару секунд есть. Вот. Вся суть религии. Они уйдут все в одно место. И уйдут именно туда, да,
именно туда уйдут, куда уходили их деды, прадеды, отцы и так далее. Там язычество. Хотите вы этого, не хотите. Но есть, значит, одно но. Они приходят, являются человеку в том обличии, в котором человек готов принять. Для здоровья его психики. Я вам уже объясняла, что если человек попадает в какую-то катастрофу, как Магомед встречал, еще больше верует в свою религию и прочее. Они приходят в том обличии, в котором ты готова их принять и не испугаться, не сойти с ума. Вот если, например, я туда попаду в какой-то момент, ну, не знаю, я, судя по тому, что я уже несколько раз была перед жизнью и смертью, меня встречали те самые силы, к которым я прихожу все время. Я... что там, машина? Может, доставку чего-то тебе? Да вроде никто не звонит. Ну, значит, уехал. Напомнишь потом, я кое-что тебе сфоткаю, отправлю там. И Заказать? продиктую. Нет, уже несколько дней отправить текст. Ладно. Сегодня только уже смогла все закончить и забыла отправить. Так, давай дальше вопрос. Я думаю, этот вопрос уже ответил. В начале мая умер мой старший брат от рака в мучениях. В прощальном зале мы, мама, я, его жена и дочь сидели у гроба и горько плакали. Я держала тело брата за руку. Мама и жена сидели в обнимку с его головой, а дочь буквально лежала и рыдала на нем. Наши слезы капали в гроб, на его покрывало. Вопрос такой, как это может отразиться на нас? Никак. Это близкий человек. Это близкая душа. Почему люди, плача, провожают своих мертвых? Почему они рыдают, почему они плачут, почему были похоронные традиции, почему у некоторых народов, например, пели песни, да. И есть даже похоронные песни у русского народа, причитания. Ой, ты там, это же почти песня. То есть песни вот такие вот грустные, там, заунылые, трагичные песни. Когда люди собираются, знаете, в Риме говорили, похороны человека – это его последний праздник. Ну, тогда по-другому называлось, там, тризна или там сожжение человека. Мы говорим похорон. Похороны человека – это его последний праздник. И от того, какой этот праздник будет, зависит его жизнь. То есть вся жизнь, которую он прожил. То ли его будут проклинать и закидывать камнями гроб, или будут все плакать и рыдать. Это значит, был хороший человек. Если человек хочет, чтобы его душа легко ушла в тот мир и на покой, он должен на своих похоронах столько слез, столько рыданий, столько криков и энергию горя забрать, что он поэтому вот как лестница, то есть, грубо говоря, естественно, это не лестница, это так образно, чтобы он по этой лестнице забрался, поднялся туда. Вот эти все поминки, вот эти все, почему там угощают людей? Считается, что когда люди едят, они, то есть насыщаются, и насыщается его душа. Духи приходят вместе с мертвыми, пируют. Это его последний праздник. Понимаете меня? Вот он ушел, это в честь него этот праздник. И тосты о нем, и воспоминания о нем, и благодарности о нем, и все, что там происходит, это все должно быть в честь него. Ну, например, на Руси устраивали тризну. Это были игрища. Я вам хочу сказать, что Олимпийские игры тоже в честь умерших императоров. Вот эти все игрища и все такое, это собирание энергии для того, чтобы этому мертвому вот с этим огромным запасом энергии подняться туда и некоторое время существовать, пока потом будет энергия его памяти и так далее. Это его праздник. Все сидят праздновать его уход с этого мира. Как бы это вот ни звучало, может быть, кто-то сказал, какой праздник, все рыдают. Да, они рыданиями показывают миру, показывают богам, насколько человек был хороший и как нам тяжело его потерять. От рыданий человека, искренних рыданий, не то, что там притворных, ой, да на кого же ты меня покинул, и так далее. У нас соседка пришла, когда сосед помер, он все время говорил, да я тебя
поймаю, там того сделаю. И она пришла и как начала, как дурочка. Ой, кто ж меня теперь поимеет, если ты ушел? Ну, не такие эти плачи, но имею в виду искренние рыдания, боль. От человека уходит энергия, он не замечает, у него уходит очень мощная энергия и питает душу того человека, который уходит. И вот это застолье, это в честь того, что он освободился с этого мира. То есть ему праздник устраивают, последний праздник, и он уходит. Так ваши рыдания и все прочее, боги понимают, что ушел очень хороший человек, настолько хороший, что вот его не хотят отпускать, и все плачут и рыдают. И значит, ваш брат в хорошем месте там находится. И мой вам совет. Откройте, посмотрите, как пережить смерть близкого. У меня есть много. Как пережить смерть ребенка, как пережить смерть близкого. К родной душе есть целый ритуал, в котором сказано, как отпустить эту душу. Если вы дальше будете рыдать, вы его будете держать в этом мире, а ему надо дать покой. Если вы хотите, чтобы ваш брат наслаждался вот той жизнью, которую не успел насладиться, исполните его мечты. Вот самое лучшее – это исполнить его мечты. Вот он хотел куда-то поехать и не смог. Езжайте туда. Вот он любил какое-то блюдо, и вы знаете, что он любил. Готовьте это блюдо, садитесь со всеми, поминайте его, ешьте это блюдо. Он через вас будет это забирать. Через близких и родных души, особенно дети, через мать, там, через своих детей, они берут энергию жизни. Они не вселяются в вас, но они в другом измерении находятся, могут прийти на время находиться в этом мире. Но если вы хотите, чтобы ваши родные, близкие люди, как вам сказать, наслаждались дальше, если вы переживаете, что он молодой ушел и не пожил, вот все его мечты, что он хотел в жизни, все, что он хотел в жизни. Блин, какую тупость человек несет, ей-богу. Я вот не могу. Ничего, у тебя поздно идет. Угу. Мама смотрела вас стрим и умерла. Бедная мама, что у нее такие нервы слабенькие? А что бы с ней случилось, если бы она Патюлю посмотрела? Тогда уж вообще, наверное, вся семья бы полегла. Да что вы несете, ей-богу. Ой. Да, вот прям грустную тему даже превратили в какую-то ерунду. Я надеюсь, что вы меня поняли. Давайте послушаем. Да дебилы эти, из этой группы приходят идиоты и пишут. Что значит, если мертвый человек снится и говорит, что он не умер, а живой, и как будто это все не по-настоящему его смерть? А человек умер неожиданно, ни на что не жаловался, оказалась проблема с сердцем. Если человек ушел неожиданно, он не хочет уйти. Внезапная смерть – самая страшная смерть. Вот люди говорят, там, уснуть и не проснуться – это страшная смерть. Это значит, сущности не пустили его душу. Забрали в плен и держали. Если человек умер во время аварии, вот прям удар, и душа выскакивает, понимаете? Вот смотрите, секунда, тело умирает, и душа выскакивает. Хотя врачи говорят, что мгновенной смерти нет. Вот, например, говорят, вот стреляют в человека. Вот, был очень... И сейчас есть замечательный патологоанатом, криминальный патологоанатом. Они такие умные люди, очень умные, очень спокойные, просто личности. И он говорит, дорогие друзья, нет, раз выстрелили, человека раз, и все, отключился и ушел. Да, тело отключилось, сознание отключилось, ты не чувствуешь, что ты умираешь. Это так, без мучений. Но еще минут 5-10 твой организм живой и борется. И, по сути, вы умираете от кровопотери. Вот представляете, а нам кажется, да, выстрелили в человека, все, его нету, отключился. Нет. Оказывается, он 5-10 минут еще живой. Но если он так быстро отключился, очень маленький шанс, что его можно вернуть к жизни. То есть его жизнеспособные вот все органы задеты, как говорят, несовместимые с жизнью травмы. Как бы сердце или... А мозг? Мозг же еще есть. Мозг функционирует еще есть. Когда отсекали людям головы, очень страшный эксперимент. Один врач, он просто так не скажет, он сказал, пожалуйста, когда вам отсекут голову, и я крикну ваше имя, подмигните мне, чтобы я понял, что вы в сознании. И когда ему отсекли голову, он быстро взял голову в руки, поднял и крикнул его имя. И
труп открыл глаза и мигнул ему, подмигнул. То есть он сказал, да, я в сознании. Понимаете? Человек не сразу умирает, и это очень страшно, конечно. Понятное дело, что это не такая вот жизнь, как вот у нас с вами, что он там все уже затуманено и все, но он слышит. Еще убийца Марата, революционера Марата, женщина, сейчас не помню, как ее звали, она его заколола, она стала его любовницей специально, потом в ванной его убила. И когда ее поймали и казнили, демонстративно взял ее голову и дал ей 2 звонкие пощечины. И все увидели, как ее лицо исказилось злобой. Она открыла глаза и злобно посмотрела на того, кто ее бьет. Это говорит о том, что у человека сознание еще долго остается. Так вот, вопрос был о чем? Помнишь? Вопрос был о том, если он умер, а говорит, что жив. А говорит, что жив. Ой, извиняюсь. То есть у него произошла внезапная смерть, душа вылетела, и он не понимает, он в пространстве заблудился, не понимает. И поэтому он говорит, я жив, то есть я понимаю, что я здесь. Что со мной произошло? Почему вы, извиняюсь, меня похоронили? Почему вы... Тебе? Это у меня телефон, будильник, чтобы кассу пробило. Почему вы меня похоронили? Я же еще живой. Вот я хожу здесь, я в пространстве, я живой. Поставьте этому человеку водку, черный хлеб, поставьте его фотографию, начните с ним разговаривать, приучите его к тому, что он ушел. Чтобы он ушел спокойно в мир иной. Некоторые говорят, что если он говорит, что он живой, он говорит, что я всегда рядом с вами и помогу. Нет, это так, ни о чем. Он говорит, я живой, потому что он не понимает, он рядом с вами стоит, он с вами разговаривает, а вы не видите. Понимаете? Он приходит и говорит, ребят, что случилось? Почему я вас вижу, я с вами говорю, я здесь хожу, а почему вы меня не видите? Что происходит? И он, когда понимает, что не может достучиться, он приходит во сне и говорит, я живой. И, как правило, так говорят, всегда, 100%, почти всегда, но ни разу не встречалась, чтобы там долго умирающий так говорил. Люди, которые внезапно умерли, которые не ожидали, что умрут. Теперь поняли? Приучите его к тому, что он ушел. Объясните ему, ставьте его фотографию, цветы поставьте, говорите с ним, он слышит. Что ты внезапно умер, но ты должен понять, что ты ушел. К сожалению, ты ушел, ты должен уйти на покой. И ждать нас там, когда-нибудь через много лет, и мы придем. Не бойся, иди, потому что тебе нужен покой. Все. И он через некоторое время перестанет сниться и успокоится и уйдет. Давай дальше. Дальше. Актуальный вопрос на сегодняшний день. Угу. Связанным с миром мертвых. Во время спецоперации некоторым приходилось родных хоронить в огороде своем. Других вариантов не было. Лично у меня, может, это неуместный вопрос, в самый разгар событий пытались взломать наружные жалюзи на окне и проникнуть в дом. Мои 2 собаки выбежали громко лая, этим предупредив меня, но их тут же застрелили рядом у дома. Был глухой хлопок, я не сразу узнала, что это были выстрелы. Я начала громко спрашивать, кто это и что это. Неизвестный скрылся. 18 дней 2 трупа собак, накрытых, лежали у меня. Был мороз. Выходить из двора нам было нельзя. Я похоронила их у себя так под орехом, возле забора. Получается, рядом с домом. Нужно ли их перезахоранивать и как правильно все сделать? Вот вы представляете, Ужас. чем подонки пользуются для того, чтобы под прикрытием войны залезть, грабить людей, а потом, естественно, свалить, понятно, Ну так они выпустили убийц и всех выпустили. Вот представьте, как человек, да, живет в своем доме, понимая, что в любое время любой может зайти, его застрелить и все, что есть, забрать. А тем более там знаменитые люди. То есть они знают, что есть что брать. И собак, которых убили. Друзья мои, я вам хочу сказать, люди, которые убивают, терзают, мучают, вообще убивают животных, это не тот случай, когда собака бешеная бежит, и выхода нет, надо застрелить. Вообще, в моем веку, в моей жизни, эти люди умирают мучительно, долго и молодыми. Все. Я не знаю ни одного живодера, который дожил до старости.
Если они в старости это начали делать, то в старости умирает долго и мучительно. Это первое. Второе. Всегда начитывайте. Люди, которые там находятся, начитывайте эти защиты, они вам помогут. Может, и начитывал человек, поэтому собаки выбежали, раз она наша подписчица. Вот она, смотрите, написала, я просто не дочитала. Так. Угу. Спасибо вам огромное. Я все 36 дней прожила в обнимку с вашими уникальными книгами. Да, значит, она начитывала. Ваши собаки отдали свои жизни вместо вашей. Они знали, что их убьют. Собаки всегда чувствуют убийц, они чуют это. Но у них нету страха. Они готовы, в отличие от людей, защитить даже своей жизнью, жизнь хозяина. Нет, перезахоранивать не нужно. Не нужно ни мертвых тревожить больше. Ничего. Вот там похоронили, там поставьте памятник. Вот где похоронили этих людей, не вытаскивайте. Собак. И собак тоже, и людей тоже много хоронили. Но Прям в я думаю, огороде что их хоронили. сейчас в любом случае начнут. Начнут, и это очень плохо. Почему? Потому что вы, когда отдаете земле, когда тело человека касается земли, Блин, ну вы бы хотели у себя в огороде трупак иметь? это не трупак, Ну, это как? чей-то сын, Ну, чья-то понятно, мать. все равно, блин, мне кажется, это жесть. Но жесть, конечно, я понимаю, но если вы все-таки решили человека перезахоронить, вам нужно над ним провести определенный ритуал, обряд. Это ж получается весь город просто сплошное кладбище тогда будет. Да, но понимаешь как? Ты тревожишь его душу, вытягиваешь его душу обратно сюда. Именно поэтому нужно определенный обряд. Я вообще, я не помню, давала этот ритуал или нет. Что начитать. Можете, не обязательно во время похорон, можете прочитать, когда никого нету перед ушедшим. Можете попросить всех уйти, что вам нужно последние слова сказать и прочитать этот заговор, отпустить его душу. И этот заговор нужно, как бы сказать, переписывать нельзя. Если в телефоне, например, сфоткаете, сохраните, чтобы это начитать, потом удалите. В книге она безобидная, но переписывать и так далее его нельзя. Потому что если этот заговор лежит дома, он обязательно должен где-нибудь пригодиться. То есть он будет работать. И он приведет к тому, чтобы еще раз прочитали. Вот это нельзя. Но не обязательно, не всегда. Может, и вообще ни у кого такого не будет. Но в любом случае его, вообще вот заговоры касаемо смерти, отпущения души и так далее, их нельзя было переписывать. Они должны были быть сохранены где-то или в летописях. А если в тетради с другими работами, тоже то есть безобидно. Отдельно их хранить нельзя, как будто наготове лежит, понимаешь? Я такое давала, этот ритуал моему хорошему другу Лёше, когда мы с ним познакомились первый раз, я ему сказала, я говорю: Лёша, у тебя через 2,5 года друг за другом уйдут все родные. Вот все ушли. Сначала брат ушел, потом мать ушла, потом тетка ушла. Прям в течение 3 лет. И отец тоже ушел в прошлом году. Уже старые люди, они ушли. Так вот, он читал для матери, потом, естественно, для отца. Но когда он для матери читал, он мне рассказал. Говорит, такое было ощущение, как будто у меня что-то прям оторвали. Я говорю, мне плохо стало. И говорит, меня прям закружило, заштормило там, и его спохватили, то есть за руки, как будто у него что-то оторвали. Надо оторвать ушедшего человека от себя. Не потому, чтобы не помнить и забыть его, как звали. Нет. Оторвать его энергию от себя, чтобы он был там в покое, чтобы он ушел. Не был привязан ни к чему, что на земле его держало. Надо это дать все-таки для тех людей, которые перезахоронят. И можно уже на похороненном человеке прочитать. Если год еще не исполнился, можно читать. Эффект будет не такой сильный, но он нужен. Да, миссия ведьмы на этой земле все-таки помочь и живым, и мертвым. Правильно жить и правильно уйти. Понимаете, некоторые говорят, а вот как вот, что теперь, мы вот всю жизнь чего-то там должны правильно делать, правильно знать. Друзья мои, в древние времена люди не так сильно нуждались в ведьмах, потому что они были очень близки
и очень связаны с мирозданием, знали законы. Вот с рождения бабушки, дедушки учили, это нельзя трогать, это нельзя делать, вот там нельзя, там гиблые места, там нужно отнести, там умилостивить духов болот и так далее. Они, да, шли к ведьмам в крайнем случае, но не было такой великой нужды за каждым этим советом идти, потому что они уже воспитаны были в этом. А поскольку пришли религии и все эти древние традиции, обычаи, которые нас сохраняли и выгнали этих духов из нашей жизни, то, естественно, сейчас уже мы должны знать, как правильно себя вести, чтобы наша жизнь, жизнь наших детей вообще, она складывалась правильно. Сейчас, к сожалению, вот так мы должны все время быть начеку и знать правила, чтобы жизнь была у нас нормальной. Вот почему. Сейчас так. Вот просто иногда говорят, ну что, теперь получается, вот всю жизнь нам надо вот то одно соблюдать. Да. Мы как в жизни соблюдаем? Купаемся, правильно? Волосы там стрижем, ухаживаем за собой. Мы всю жизнь же это делаем. Мы же не говорим, все, один раз постригся и хватит с меня. Нет. То же самое и в духовном плане. Мы всю жизнь должны за этим следить, больше узнавать, правильно делать. Есть определенный просто вот такой свод законов, о которых сказано уже, рассказано. Просто соблюдайте это все. Не ходите не жрите на кладбище там бутерброды, не разговаривайте по телефону, не смейтесь, не не пускайте детей там баловаться. Объясните им, чтобы они не играли во всякие игры, там паночка померла и все такое, потому что это все имеет определенные энергии, и оно не просто так никуда не уходит. Не пускайте им делать всякие странные татуировки. Сделала себе татуировку женщина, и у нее дела пошли хорошо. Все замечательно, у нее там фирма, контракты, ее поставили на руководящую должность, она начала летать по всему миру. И когда приехала в Китай для того, чтобы там заключить какой-то договор, а у нее татуировка на плече была иероглиф китайский. И этот человек, который увидел, он сказал, зачем вы это себе сделали? Зачем? Это же знак великих демонов. И он говорит, отдаю здоровье за деньги. И она, как бы опешила, а потом не придала значения, мол, не обращайте внимания, у нас уже в это все не верит, просто татуировка красивая и все. Все, что я добилась, это благодаря мне. И ночью приснился некто, который сказал, все, чего ты добилась, это благодаря мне, а не тебе. И оказалось, когда она пошла к одной женщине, она сказала, у этой татуировки есть одна особенность. Пока не узнают, что там, у тебя все хорошо. Как только кто-то узнал и тебе сказал об этом, то есть ты уже в курсе, у тебя начнут забирать здоровье. И она начала болеть, начала сходить с ума, у нее то одну болезнь, то вторую, все потеряла. И в конце пришли, увидели, что она ножом пытается выковырять, значит, эту татуировку, прям режет, на себе живем. Забрали в сумасшедший дом. И очень долгое время она там находилась. Потом вышла, и это все свела, и очень тяжело, прям постарела. Так что вот имейте в виду, это тоже не просто. Черепа вообще нельзя, символы смерти нельзя, лица умерших людей на себе нельзя, имена этих людей на себе нельзя колоть. Это все притягивает смерть. Вообще нельзя. Святых, купола, не знаю что, вот особенно эти вот печатки, как ужас, блин, в советское время, когда сидели, все эти печатки потом чернеют, это такой ужас. Давай дальше. Дальше сейчас я буду втыки. Смотрим сюда. Яночка, спроси пожеста. Пожил сдр. Время видели? Я что сказала? После 11 мы не пишем. Сейчас резко у меня все в черном списке окажутся, блин. Как меня это выводит, не могу, а. Уважаемый народ, значит так. Я вам сказала, что вопросы отправьте Яне. Потом, когда вторую часть буду снимать, я ваши вопросы озвучу. Но я же не сказала, прям немедленно отправьте сейчас. И сейчас при всем желании мы не озвучим. Там сколько тысяч вопросов-то? Да, мы еще только начали. Это листать надо столько, да. Ладно. Активизируем серое вещество. Угу. Знаете как? Вот прям кулаком берешь с двух сторон, так бьешь по башке и начинаешь крутиться. И там мозг прям, как это, гогли-могли на место становится. В конце концов, взрослые люди, зачем потом говорить, что я плохая, хорошая и прочее. Так. Давай.
Подскажите, пожалуйста, любые ли цветы и кустарники можно сажать на кладбище, чтобы могилы выглядели ухоженными? Любые. Но есть такие кустарники, у которых, или там, например, деревья, у которых корни очень глубоко уходят. В этом ничего такого нет. Самый лучший сад где? Самые красивые, самые здоровые деревья – это на кладбище. Потому что они питаются человеческой энергией, силой. Ну, все, там идет корни очень глубоко. Просто учитывайте, что некоторые деревья такие могучие, такие корни большие могут стать со временем, что они могут все перевернуть, и памятник, и все на свете, понимаете? Откройте, а там одни корни. Вот учитывайте, когда сажаете, какие вы сажаете такие кустарники или цветы. А так никакой разницы нет. Можете сажать, что хотите. Каких людей после ухода с физического плана допускают к помощи потомкам? И что нужно сделать при жизни, чтобы стать таким человеком? При жизни надо делать много хороших дел. Неважно, кто ты. Врач, учитель, не знаю, кулинар. Много хороших дел. Много добрых дел. Не заставлять себя вот прям вот пойти по улицам всем раздавать деньги. Это тоже глупо. То есть, понимаете, как судьба вам сама принесет, приведет, и вы встретите людей или живых существ, которые нуждаются в помощи. Проходите и видите, что, например, скулит собака. Не делайте вид, что вы не увидели. Ну, просто вот, ой, природа возьмет свое. Вон, помните, привезли этих пусиков? Этих... Я до сих пор помню, когда Чапик пошел на них смотреть, и они как заорали. Я думаю, их убивают. Что случилось? Они такой крик подняли. Вот. Но нам отправляют видеоролики. Они все устроенные. Причем вот этот мальчик, да, который обрек, он оказался самый болезненный, видимо, из-за этой да, жизни, естественно, на улице. У него там всякие вирусы были, и черви, что-то там аж до сердца доходили. И вот все это сделали. Сейчас он счастливый, лежит на диване, его любят, обожают. И не только его, все сняли, все отправили, имея в виду, что этот просто самый такой был. Мы за него сильно переживали, чтобы он выжил. Он же мог просто проехать, да, проехать просто и сказать, ну, делать вид, что не замечает. Ну, что теперь делать? Ну, кто-нибудь подберет, ну, может быть, там, мы себя можем хорошо утешить, да, может, это хозяева сейчас придут, увидят, и почему я должен забирать, и природа возьмет свое и так далее. Но он просто вышел и забрал этих деток, и мы всех пристроили. Мы сколько котов тут пристроили? Я даже не знаю, счет потеряла, коты, собаки, да. Вот. Делайте хорошее дело. У вас есть предприятие. Вы знаете, что есть женщина, которая, ну, вдова. Одна кормит детей, да, например. Устройте на хорошую работу этого человека. Делайте такое дело, которое будет правильным. Просто так пойти сумму денег этой женщине отдать можно, конечно, но она, эти деньги закончатся, да, как говорят, не рыбку давай, а удочку. Вот пришел человек, ты знаешь решение этой проблемы, ты можешь позвонить, и там кто-нибудь и выдаст эту справку. Сделай это. Вам приведут тех людей, которые нуждаются в вашей помощи. Если вы в этом мире делаете очень много хороших, достойных дел, не надо быть этими барашками божьими, боженьки. Вот на вас там по голове бьют, а вы это... Ой, мы хорошие дела. Нет. Иногда жесткость нужна и все такое. Но не нарушайте законы Вселенной, понимаете? Вот какие, например? Ну вот женщина ухаживает за соседкой, взяла, отравила ее, решив забрать имущество. Вот. Такое сделала. Эта лекция будет в новой книге. Да, нарушила законы Вселенной. Все. У нее не может быть ни сильного рода, ничего. До 7-го какого-то колена будут наказывать. То есть не делайте подлые, страшные вещи. И тогда вы можете иметь право иногда приходить и помогать своим потомкам, во сне приходить или через подсознание и так далее. А те люди, которые оберегают свое потомство, которые очень сильны, но это, как правило, люди очень значимые при жизни. Это правители, которые и имеют, например, там большое влияние имели до смерти и после могут оберегать свой род. Это ведьмы, это знахари, это
врачи, спасшие миллионы жизней, ну, не знаю, вот очень значимые фигуры в положительном смысле. Давай. Я сейчас чуть-чуть покажу. Вот. Какой холёский стал. Угу. Она ее прям обожает. Да. Она нашла своего песика. Клубнику ест. Ест. Сдали все анализы. Прошли все прививки. Ну, так вот. Чуть-чуть показала, что Вот такой вот пусенок. хорошенький. Так. Спасибо большое. Вот такие люди, они и при жизни, и после жизни обязательно будут вознаграждены. И такие люди, как Лида, например. Сколько она спасла жизни. Знаете, скольких собак она вырвала, когда издевались, камнями били этих бедных собак. Конечно же, такой человек... И она не просто подарила им шанс, она даже дала им возможность хотя бы достойно уйти, если им мало оставалось. Вот тот же Алабай, помнишь, очень все переживали. Но она уже была истощенная, и она себя погубила тем, что она просто на улице ела все, что попало, аж... Ой, ну, кто за это ответит? Знаете, его хозяин. Это он сейчас такой холеный бычок, и все ему по одному месту, и все нормально. Но придет время, и потом раз, и он превратится в такого развалюху, у которого то ноги отказывают, то почки отказывают. Понимаете? За все будет плата. Я вот просто вот не могу, вот не знаю, не могу найти подходящие слова. Каким словом можно назвать человека, который свою собаку, которая уже постарела, отвозит, привязывает к рельсам, чтобы поезд переехал? Вот как назвать эту тварь? Ну, он же уже старый, зачем он? То есть он тебе служил верой и правдой всю свою жизнь и заслужил, чтобы в конце жизни его под поезд кидали, да? Ну вот, железная логика подонка. Поэтому, ну, что вам сказать? Неважно, ты можешь злиться на эту собаку и так далее, но довести до таких жестоких вещей, я не знаю, кем надо быть. Так, давай дальше. Дальше. Так. В 2008 году у меня был срок беременности 1,5 месяца. И на нервной почве у меня замерла беременность. Меня почистили. Вопрос. Душа неродившегося дитя существует? Существует. С первой секунды зачатия. Как только ребенок зачат, у него уже есть душа. Но, есть одно но. Эта душа неосознанная. То есть, как вам объяснить? Есть определенный момент. Ребенок зачат, он записывается в книге судьбы. Ему эту душу должны дать. То есть, он уже числится за этим ребенком. Он уже там существует внутри матери, но он еще не привязан к своему телу. Он просто существует внутри матери и ждет момента, когда формируется мозг. Я же вам говорю, мозг – это как связующее между нашим миром и миром духов. То есть нашей душой и телом. Когда мозг формируется, туда вселяется душа. Однако, хочу вам сказать, вот некоторые говорят, я насчет абортов снимала, послушайте меня внимательно. Если вы не в состоянии любить этого ребенка, если вы не сможете его поднять, если у вас есть хронические болезни, вы знаете, что ребенок родится, ну, то есть больным и будет мучиться всю жизнь, и вы идете избавляйтесь от этого ребенка, не надо себя до конца жизни ненавидеть. Значит, этому ребенку было не суждено прийти в этот мир. Если все обстоятельства сложились так, что вы избавились от ребенка, это не ваша вина. Вот есть женщины, не женщины даже, есть твари, которые нарочно беременеют, потому что знают, что когда беременеют, у них организм, у них обновляется кровь, они начинают лучше выглядеть. Вот первый этап беременности. Держат до 3-4 месяцев, идут, избавляются. Вот такие люди, они будут очень страшно отвечать, потому что они намеренно убивают душу. Но есть один момент от насильника. Ты сможешь жить каждый день в виде этого ребенка? Понимаете, одно дело, когда твой ребенок капризничает, там вот по попе дала, или там уговариваешь, целуешь, обнимаешь. Это твой ребенок. Другое дело, когда ты подверглась
насилию, когда это издевательство ты прошла, особенно несколько дней и так далее, и потом ты беременная, ты представляешь, вот это вот капризничает, вот эта вот часть того урода, который это с тобой сделал. Какая ненависть у тебя к нему. Я помню женщину, которая родила от насильника. Она, ей там, ее уговаривали, иди, избавься, зачем тебе, как ты будешь с этим жить? Нет, нет, мне там религия не позволяет, я боюсь, что потом не рожу. Я вам хочу сказать, она ненавидела этого ребенка. Я ей сказала: Наташа, лучше бы ты пошла сделала аборт. Зачем ты этого ребенка родила, мучишь, отдай кому-нибудь. У нее была ужасная ненависть к этому ребенку. Я помню, один раз сидим, там что-то он ест ложкой, и внезапно руки, значит, ручки подтянул и цепился за волосы мамы. Ну, у маленьких детей такой есть, волосы так дергать. И она как дала ему, я не знаю, сколько ему месяцев, наверное, 5-6 месяцев, что ли. Или что-то, нет, или больше. Ложка есть, значит, больше ему было. Тварь, твой папаша меня тягал за волосы, теперь и ты, что ли, будешь меня тягать? Короче говоря, дело дошло до того, что сестра забрала и начала воспитывать этого ребенка, она сейчас замужем. Она нормальный человек. То есть я не могу сказать, что она такая, знаете, нелюдь, вот, которая рожает, кидает, какая-то пьющая. Нет, она очень разумная, очень образованная. Она ненавидела его. Вот родила просто, потому что какие-то причины. Может, думала, я полюблю, это все-таки мой ребенок. Не смогла полюбить. Вот теперь я объясняю, зачем это надо. Дать жизнь, но не любить. Избавляться, да. Если вы голодный, у вас 3 детей уже, ну вы забеременели, что теперь делать? Избавляться. И мне плевать, я знаю, что будет. Ведьма, что бы такое сказала? Да как можно такое делать? Ведьма – это человек, который помогала женщинам избавиться от нежелательной беременности тысячелетиями. Она и знахаркой была, и ведьмой была, и все это понимала. Избавляться. Почему? Потому что вместо того, чтобы купить ему молоко, ты своим детям купишь еду. Если ты не будешь любить этого человека здесь, на земле, не будешь заботиться, не потянешь, не получится, зачем его рожать? Какой имеет смысл его жизнь? Лучше вообще не иметь детей никогда, чем иметь ребенка. И потом вы понимаете, как ребенка, которого хотят родить, потом передумывают, потом не хотят. С этим ребенком неплохие отношения. И очень много людей ко мне приходят как раз из тех, которые хотели родить вначале, потом передумали, потом снова. Или там свекровь настояла, или муж там пригрозил, они родили. Они тоже несчастливы, потому что изначально их не ждет в этом мире никто. Так что, дорогие друзья, душа ребенка, ушедшего, она уходит обратно туда, в лучший мир, откуда пришел. Я как-то приводила вам пример стихи Хафиза одного, то есть поэта, который написал так: «Моя мудрая, дальновидная дочь, увидев, что мир, мучение такое, ушла». Представляете, маленький ребенок, у него умерла дочь, и он написал, он философски написал, но если так подумать, насколько оно правда. Она увидела, что мир мучений, и ушла. И чаще так бывает, что душа пришедшего ребенка не желает в этом мире оставаться и уходит. Многие говорят, вот, например, умирает в утробе. Не захотел ребенок, не захотела эта душа здесь быть. Друзья мои, душа ребенка. Вот смотрите, сейчас кто-нибудь говорит, например, а вот смотрите, как происходит. Там душа зрелая, сильная, приходит сюда, да, рождается и умирает. И уже душа ребенка. Это еще ребенок, неосознанный, глупенький ребенок, который ничего не понимает. А как же так? Он же уходит туда, он должен таким же быть. Нет, определенное время он будет тем самым ребенком. Через некоторое время, мы не можем сроки знать, через некоторое время в нем просыпается та самая память, и он уходит уже как зрелая душа обратно. То есть уходит туда, в иные сферы. Но несколько сотен лет он на этой земле будет как тот самый глупый ребенок. Потому что каждая душа приходит, сначала ребенок,
взрослеет, мы уже взрослые люди, набрали опыта, там, набрали себе бонусов или наоборот минусов в этом мире, уходим, правильно? Все, мы уходим, зрелые личности, туда зрелая душа. А ребенок, когда рождается и умирает, что с его душой происходит? Он определенное время, долгое время, сотни лет, бродит здесь или находится как душа ребенка. Но потом он уходит как зрелый, то есть в нем просыпается та самая память, которая у него была до рождения. И он уходит. И вы не удивляетесь, как говорю, интересно, что, например, если у кого-то ребенок умер в младенчестве, да, через несколько лет он приходит как взрослый человек и говорит: я твой сын или я твоя дочь. И вы, как это может быть? Он умер там 2-3 месяца было, или он нерожденный ушел, а здесь взрослый человек. Да потому что в нем же взрослая была душа. Он ушел. Это тоже зависит от того, насколько душа древняя. Если древняя душа, то он после ухода уже не ребенок. Он именно в таком вот качестве, которым был, он так и уходит. Если душа молодая, то некоторое время побудет в осознанности ребенка. То есть, понимаете, как по-разному это происходит, не у всех одинаково. Смотря какую душу дали вашему ребенку. Дали ребенку душу, которому может быть 100 лет или 50 лет, или дали душу, которому 5000 лет. Вот и все. Я же вам говорила, вот посмотрите, возраст твоей души, как бывает, что кто-то в роду настолько зрелый, весь род за собой ведет, хотя он самый молодой. Потому что в нем душа очень древняя. И вы все рядом с ним молодые. И последний вопрос, наверное, Яна, и все. Сегодня завершим, потому что слишком долго уже. Илона. Привет, Илон. На свидание с Лешим ходила, да? Ой, Да. там крысы не закапывали никто, не находила. Так, когда хоронили отца, две женщины настойчиво посоветовали посидеть на табуретке, где до этого стоял гроб. После похорон я заболела теми болезнями, которыми болел отец. Традиционное лечение не помогало. Не связано ли это с советом посидеть на табуретке? Связано. Я вообще не понимаю, откуда эти дебильные всякие традиции. Сидеть на табуретке, лежать там, где умерший вот недавно вот лежал. Землю. Что за фигня? За шиворот, да, кидают землю, берут, чтобы ты долго жила, могильную землю. Значит, фотографии положить всей семьи, чтобы ему там не скучно было. Ручку ребенка нарисовать и положить с мамой, чтобы мама там не скучала. Зато через некоторое время ребенок болеет и умирает, следом уходит. Дальше, что у нас интересные, веселые традиции? Разбрасывать деньги, чтобы всегда были деньги. Хоронить, то есть, свое благополучие, вот так вот выкинуть. Понимаете, это не идет из наших народных традиций. Это приобретенные, идиотские, непонятно откуда взятые традиции каких-то там племен, которые мы берем и для нас, для нашего менталитета, для нашей психологии, то есть для нашего, для нашей энергетики она не подходит. Кидайте на гроб деньги, значит, что произойдет? Это смеются над моей шуткой, просто поздно. Да, я поняла. Кидайте деньги, закрывайте свое благополучие. Когда хоронили человека, вот так вот межу чертили, вот так, из-за этой линии нельзя было переходить, понимаете? Считалось, что если... Вот смотрите, вот линия, все подходят, и за эту линию никто не перешагивает, за линию берут землю и кидают в гроб. Если человек... Сейчас никакой линии, ничего не существует, человек подошел, кинул деньги, извиняюсь, землю в гроб, на гроб человека, да, и отошел. После него подходит кто? Подходит другой человек, хватает землю из-под твоего следа и кидает туда. Все, он тебя ногами кинул туда, можно сказать. Через некоторое время ты заболеешь и умрешь. Путы. Завязывают путы вокруг ног, чтобы что-то вылечить. Значит, пятаки вот эти с глаз мертвеца под подушку ребенку на счастье. Фига Я вообще себе. не понимаю, вот это реально. Это идиотизм какой-то. Или ногти, значит, мертвого после смерти срезают ребенку в какой-то мешочек, чтобы охраняло. Вы понимаете, что в древние времена палачам платили деньги для того, чтобы принести одежду или вещь какой-то жертвы,
значит, сували ей в рот и смыкали челюсти, чтобы мертвец укусил. А потом забирали обратно. И через некоторое время человек умирал. Все, что связано с мертвым миром, неважно, это ваши близкие, родные, они уже другие. Там энергия смерти существует. Ваш отец, может, и не хотел бы вам ничего плохого, но существует энергия смерти, которая, которая опасна. Вот вы идете на кладбище, и вроде бы там такая же земля, ничего, но она пропитана энергией смерти. И если вы оттуда землю привезете, просто дома оставите, постепенно начнете болеть. Она будет вытаскивать ваши силы. Это тоже, это почти как самопорча. Отнесете и обратно посыпите, еще не вариант, что вы потом после этого быстро излечитесь. Но, по крайней мере, немного легче станет, и самая страшная опасность начнет уходить. Не делайте никакие подобные эти. Вот этих баб сейчас найдите и посадите на эту табуретку вашего папы. Прям вот тащите за волосы и сажайте туда, чтобы они посмотрели, это хорошо или нет. Вам нужно отчитать себя. Нужно убрать это. Это вы прицепили просто смерть. Смерть нужно уважать. Все эти традиции, обычаи смерти нужно уважать. Не нужно лезть, не понимая, что. Если вот вам говорят что-нибудь, не надо из-за того, что вам неудобно, выполнять, потому что это взрослые люди. Нужно говорить, послушайте, я не знаю это все, я боюсь. Я немножко сомневаюсь. Можно я такое не сделаю? Я не хочу. Вот мне как-то не по себе. Я не буду это делать. Вот что-то в этом роде. Плохо, конечно. Понимаете, еще раз говорю, это не ваш отец вам эти болезни передал. Есть энергия смерти. Почему говорят, когда человек, когда есть покойник в доме, нельзя пить, гулять, кричать, нельзя ругаться, все такое. Потому что в этот момент порталы открыты, и там души. И они, видя неуважение ко всему происходящему, могут вас наказать. Вот к чему это ведется. Вот поэтому в древние времена вообще запрещалось во время похорон пить. Пили кисель. Это потом, позже, эти все всякие эти дурацкие традиции, которые им подходит, им нравится. Вы знаете, у некоторых народов Африки есть такая интересная традиция, когда жена начинает рожать, муж должен рядом лечь и начать кричать страшнее, чем жена. Как будто бы на себя перетягивает духов, чтобы они ее не мучили, она быстро родила. Но при этом все должны бежать и утешать мужа, должны приносить ему пить, кушать, должны его ублажать всячески. А жена должна сама рожать. Да везде мужики придумали себе интересную традицию. Она там корчится от боли, рожает, а все бегут его утешать, потому что он берет на себя основной удар. Только непонятно какой. Еще есть такой момент в Африке, когда журналист спрашивает этих женщин, они, значит, все делают они, там, огород, дети, я не знаю, столько всего. То есть все обязанности на себе берут, а мужчины с утра встают, идут в центр села и там сидят, на биржу называется, на биржу села. И спрашивают, вам не обидно, вот все обязанности у вас, даже красить дом, даже строить дом они, женщины. Вот зачем, говорит, вам мужчины, если вот все делаете вы. А она говорит, вы не понимаете, мужчины обсуждают судьбоносные вопросы, мировые вопросы, понимаете? Вопросы политики, вопросы нашего там завтра будет нас или не будет. О чем вы говорите? У них же намного тяжелее функция, чем у нас. Ой, как тяжело сидеть, расставив ноги, задницу греть и рассуждать о мировых проблемах. Это же страшное дело. Помнишь фильм «Адам и Хева», когда старики сидели и обсуждали мировые проблемы? Как вы думаете, сколько градусов тепла под мышками у утки, уважаемые? Они такие мировые проблемы, что просто ужас. А все женщины ходят, на себе несут, значит, воду таскают, стирают, коров, дети, готовят, я не знаю, все на свете, отбеливают стены. А они сидят. Как вы думаете, уважаемые, сколько градусов температура, да, под мышками у утки? Сидят, рассуждают.
Понимаете? Бабы работают, Да, мужчины мужики, зарплату они получают. всегда найдут себе... Я же вам говорила, когда я была у своих друзей когда-то давно, казаки донские, ой, Георгиевск, да, я там была. Ян, у них карта висела, и 3 страны в мире. Русь, прям вот так написано, Русь. Значит, это ляхи, это все католики, в общем, все там, Запад. И турки. Вот 3 страны в мире существует. И этот отец посреди ночи мог сказать: подъем! И они все становились в шеренгу. Значит, и он начинал говорить, что следует, если ляхи нападут, если турки нападут, что надо делать, как нужно. И в конце: Боже, царя храни. И все пошли спать. Это ужас какой-то. Этот мужик, оказывается, казацкий атаман, и он пангрытян таврический. И у них так принято испокон веков. Что ты? Он же нас подготавливает, чтобы мы всегда были начеку. Она еще беременна еле, он заходит, она встает. И нельзя сидеть при свекре. У них очень, очень такие традиции, очень строгие, похуже кавказских народов. Вот он зашел, она встала. Он какая-то целая зарядка. Раз, два. Потом пошли, врач говорит: вы, говорит, наверное, зарядку делаете, вы молодец, у вас таз очень такой, ну, то есть... Натренированный, быстро родите. Я говорю, да, у него такие зарядки интересные. В платках. Причем этот дед мог посреди ночи прям выстрелить, и все должны были опять становиться, и он там: разбирай ружье, собирай. И бабка там это, и то, как нужно кидать гранату. Бабка там: вот так берешь, и вот как бы вот так вот. Какое тебе вот так? Надо бы вот так сначала. Так, нагнись, посмотри туда. Он идет, если он идет, что ты должен рассчитать? То есть должна рассчитывать. Она сидит бедная, что там рассчитывать-то? Ну, наверное, это самое, что сколько шагов. Правильно, шагов. Но ты еще должна рассчитывать его дух. Какой у него дух, понимаешь? Ой, блин, жуть. Так что, когда решите выйти за казаков, хорошо подумайте. Много раз. Еще, да, несколько дней гостите у них, посмотрите, у них батя не того случайно. А то, понимаешь, знать будете, как ляхи нападают. И он ни хрена не делал. Я, весь день просто сидел, рассуждал о мировых проблемах и о том, как надо подготавливаться. И все были уверены, что он настолько напряженный, да на него вообще вся семья держится. Он так надрессировал их, что если его не станет, просто все рухнет. Ой, сейчас не знаю, сейчас его, скорее всего, уже нету. Наверное, же теперь сын там всех строит по ночам и начинает там, какой дух у кого есть. Так что мужики, они всегда найдут, чем заняться. Да, лишь бы не работать. Кто говорил, по-моему, отец мой, Евдокимов, да, вечная память этому человеку, он говорил, пришел наш сосед, сказал, что поступил какой-то театральный, вот, и он говорит: ну что ты там сейчас делаешь, вот театральный, вот что ты, да. Они, конечно, элитные войска, я согласна, Роксана, но сейчас они ряженые так, особо. И, да, кем-то стал, он говорит: ну я танцую, там, пою, понятно. Все сделают, лишь бы не работать. Так, давай, я, наверное, еще один вопрос. Все? Давай потом. Дальше, да. Мы уже мерзнем тут. Уже мерзнемся. Сегодня, блин, варились здесь. Я, может быть, еще попозже сниму что-нибудь, но я еще не знаю, честно говоря, будет ли у меня. Да, но это будет не прямой эфир, это надо будет по-другому. Ну, мы теперь почаще будем делать эфиры. Потому что у нас уже просто кабинет. У нас велосипеда не было, а теперь вот. Да, у нас сейчас велосипед появился, мы все добрые, хорошие, и теперь вот можем снимать. Все, всем доброй ночи. Пойду работать. И тем, которым еще не ответила, я сейчас вам отвечу. Я просто предупредила, что чуть позже отвечу. Но так бывает, иногда у меня усталость как-то. Потом догонит и еще раз ответит. Да, еще раз отвечу, догоню. Это я завсегда, пожалуйста. Все, всем удачи.